Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ботания на версии 1.7.10. И сегодня предлагаю рассмотреть броню и инструменты, которые появляются в этом моде. Их настолько много, что я решил разбить, соответственно, этот обзор на две части. Так, сегодня давайте посмотрим, что у нас из себя представляет, собственно, сет Моносталя, да. Ну, судя по описанию, соответственно, он такой же, как по свойствам, как железный, да, но с той разницей, что он может, соответственно, повреждения восполнять за счет маны. То есть, допустим, если мы крафтим железную, да, броню, не бегаем какое-то время, то, соответственно, урон накапливается и через какое-то время броня ломается. Если же мы наденем, например, такую вот броню из Моносталя, да, и у нас будет, например, в инвентаре планшет маны, то, соответственно, у нас эта броня никогда не сломается, при условии, что мана в инвентаре у нас будет подпитываться. Вот. В остальном же, судя по описанию, броня очень похожа на железную. Так, значит, дальше у нас, собственно, инструменты из Моносталя. Так, они тоже по свойствам, как я понимаю, очень похожи на, соответственно, железные инструменты, опять же с той разницей, что могут восполнять свой урон за счет маны. Кроме того, некоторые инструменты из Моносталя имеют особые свойства. Например, кирка из Моносталя у нас может устанавливать факелы, если я правильно понял, да, то есть если у нас в инвентаре есть факел, то правым кликом, соответственно, правым кликом мы можем, допустим, идти копать, да, и правым кликом устанавливать такие вот факелы. Ну, достаточно удобная штука, если вы начинающий развивающийся игрок, да, как бы идете в шахту, чтобы, соответственно, не переключаться постоянно между факелами и киркой, да, вы, соответственно, можете просто пользоваться такой вот киркой из Моносталя. То есть, мало того, что за счет маны она будет восстанавливаться, да, то есть ломаться не будет. Кроме того, еще можно, соответственно, правым кликом устанавливать такие вот факелы. Крутая штука, мне нравится. Так, дальше, соответственно, лопата. Ну, по свойствам вроде бы как обычная лопата, то есть никаких специфических свойств я у нее не обнаружил. Вот, да, просто лопата. Так, а вот тут у топора есть интересное свойство, он тоже по правому клику, соответственно, имеет особенности. Если у вас есть саженцы в инвентаре, он будет их сажать правым кликом. Ну, то есть, допустим, пошли в лес, убили деревьев, да, там, и решили сразу посадить еще, чтобы выросло, и потом вам снова можно было деревья убивать. Так, дальше. Ну, меч, соответственно, и ножницы по свойствам вроде такие же, как и железные, да, с той разницей, опять же, что восполняют свой урон за счет маны, да, если она есть у вас в инвентаре. Что интересно, если у вас, помимо прочего, установлена модификация Tauncraft, вы, соответственно, можете крафтить такие вот жезлы из Моносталя. Ну, я по свойствам не понял. Здесь, скорее всего, просто обычный жезл, просто емкостью на 100 единиц. Вот и все. Дальше, что интересно, можно, допустим, ману набирать в бутылку, такую, ну, точнее, это пузырек, да. То есть кидаем эти пузырьки в бассейн с маной и получаем такие вот маны в бутылке. Их можно пить. Так, тут я, наверное, переключусь в режим выживания. Давайте выпьем, посмотрим, что произойдет. Ну, во-первых, хватает на несколько глотков, да, что интересно. Так, во-вторых, вообще говоря, должен какой-то эффект проявиться. Нет? Сейчас еще раз попробую. Ну-ка. Тут, видимо, или случайно какие-то эффекты проявляются, или что-то того, потому что вот скорость сейчас появилась, ночное зрение. То есть, видимо, каким-то случайным образом эффекты появляются. Так, ладно, дальше. Дальше, соответственно, есть вот такая штука, Floral Obsidian Stick. То есть, это некий аналог посоха леса, но, как я понял, он работает только в режиме привязки. Причем, что интересно, он как бы сразу связывает, допустим, там какие-нибудь предметы между собой, которые пользуются маной. То есть вот мана, соответственно, распространитель, бассейн с маной,
Ну, давайте проверим, попробуем что-нибудь взять. Так, вот распространитель маны и бассейн. Так, вот я бассейн с маной беру, ставлю. Так, давайте у нас сперва распространитель, потом бассейн. Так. Так. Вот, и теперь, соответственно, если я ткну, то он, по идее, как-то сразу должен соединить. Ну-ка, проверим. Да, вот он соединился. Ну, я фишки этого предмета особо не понял. Как бы некий аналог, наверное, посоха. Дальше. Так, дальше давайте рассмотрим, наверное, соответственно, предметы из элементия, да, то есть если моносталь мы как бы в обычном мире, грубо говоря, можем получить, да, из, соответственно, слитка моностали, то здесь нам уже потребуется портал Вольфхейм, да, мы должны вот эти слитки получать из этого портала, а дальше можем такие вот, ну, можно сказать, в каком-то смысле эльфийские вещи крафтить, да. Так, значит, что особенного? По свойствам. Тут не сказано, вот, то есть на что они больше по крепости похожи, на алмазные или на железные. Но опять же, фишка в том, что восстанавливаются, соответственно, также с помощью маны, да, то есть все повреждение поглощается, если у вас мана есть. Выглядит так вот интересно. И кроме того, здесь сказано, что с некоторым шансом, да, если у вас полный сет собран, вы можете, соответственно, порождать пикси. Пикси — это мобы, которые могут как за вас быть, так и против вас. Например, если вы спауните Гаю, там могут тоже такие черные пикси спауниться, такие летающие, как, ну, что-то вроде летучих мышей. Так, дальше давайте пройдемся по, соответственно, инструментам из элементия. Тоже очень похожи, соответственно, на своих коллег из моностали, да, по свойствам. Тоже восстанавливаются за счет маны. Вот, тоже, например, топор, насколько я понимаю, может устанавливать правым кликом саженцы, да. Вот, а кирка, по идее, также факелы. Так, ну там еще одно интересное свойство, я сейчас проверю. Да, вот тоже можно, соответственно, устанавливать факелы. Так, и здесь еще соединение с землекрушителем дает интересный эффект. Сейчас еще. Так, здесь что-то в ней особенность была. Кажется, что она ломает, соответственно, булыжник, и он не выпадает. Ну да, то есть вот эти все, как грубо говоря, мусор, да, который мы получаем, когда копаем, например, руду, когда добываем в шахте, да, что-то, мы получаем много булыжника, земли, там, адского камня, и нам чаще всего это мешает, да, нам в таком количестве обычно не нужно все это копить. И с помощью такой вот кирки, соответственно, можно просто копать руду, а все остальное будет разрушаться, то есть не выпадать. Давайте это проверим. Да, вот, соответственно, просто ломает, и они не выпадают. Это удобно. Но еще что еще более удобно, вот эту кирку можно соединить с землекрушителем, который я рассматривал в предыдущем видео, и получить вот такую вот комбинацию. То есть землекрушитель, он видно такой как бы зеленый, да, и переливается еще немного розовым. То есть он как бы совмещенный с вот этой киркой, ну, просто в верстаке. И тогда он получает свойства, соответственно, вот этой кирки. Следовательно, то, что мы сейчас будем ломать, да, с помощью землекрушителя, у нас... Сейчас давайте попробуем. Так, ну-ка. Может, маны не хватает? Давайте ману еще возьму. Планшет маны. Ну-ка. Да, ему не хватало маны, кстати. Расход маны здесь очень большой. Ну, видим, да, что, соответственно, у нас блоки там булыжника и прочего мусора у нас не выпадают, а руда выпала. Ну, здорово, как бы, если вы пошли в шахту копаться, да, как бы покопали так и получили только руду, соответственно. Вот. Можно два себе землекрушителя сделать, да, допустим, один, которого, там, с помощью которого вы можете там добывать себе кучу земли и булыжника, когда идете в шахту, а другой, соответственно, чтобы только руду добывать, то есть какие-то полезные ископаемые. Это очень круто. Так, дальше, значит, сейчас что там, по-моему, какое-то свойство было специфичное.
у топора, помимо того, что он ставит. Сейчас посмотрим. Да, ну топор, он, соответственно, имеет шанс, если мы его используем как оружие, он имеет шанс, соответственно, выбить череп. Так, у лопата. Да, лопата тоже особенная здесь из элементия. То, что она гравий, допустим, копает сразу. Так, есть им продемонстрировать? Да, вот, например. Попробую даже переключусь на всякий случай. Он должен копать сразу столбом. То есть, если вы копаете, да, на вас не будет сыпаться песок, гравий и все такое сыпучее. То есть, раз, и он сразу вот это выкапывает. То есть, колонной. Тоже крутая, полезная штука вообще, на мой взгляд. Тот, кто постоянно под песок и гравий попадал, я думаю, меня поймет. Так. Дальше, значит, меч. Так, меч там, по-моему, ничего особо специфичного не имеет, да? Сейчас посмотрю еще раз. Так, ножницы по площади. Тут про меч, по-моему, ничего не сказано. Ну тоже с некоторым шансом вот этих пикси можно спавнить. Да. А ножницы могут по площади стричь овец. Так, если у нас есть овцы, да, давайте возьму. Там заспавним, посмотрим, как это работает. Интересно. Возьму там пару овечек, не знаю, и раз. Ну, что-то я не заметил. Ну, вообще, вот направлено у меня было как раз на одну овцу. Давайте сейчас еще раз. И переключусь. Ну-ка. Ну, я просто действую на одну овцу, из других тоже состригается. Ну, как-то не одним моментом, все равно несколько щелчков делается, но тем не менее. Что, допустим, по каждой овце не кликать и не выбирать, да, можно сразу вот так воспользоваться. Что интересно, здесь тоже есть из элементия жезлы, соответственно, и посохи. Вот. Ну, я так понимаю, по свойствам ничего особенного, кроме того, что просто, ну, там емкость определенная есть. Дальше. Ну, как бы вот эти посохи, это не единственное, с чем, в принципе, ботания пересекается в плане инструментов с Таумкрафтом. Также есть еще, например, вот эти шлемы, да, все практически. Шлемы можно сделать шлемами откровения, то есть, ну, обычным соединением в верстаке с очками откровения. То есть вот такое можно сделать, там, да, можно вот себе из элементия, можно даже из террастали вот соединить, получить также вот шлем откровения. И еще здесь сказано, что вот где-то про интеграцию было, сейчас еще раз, то что сейчас, кажется, это где-то здесь в описании, что они, помимо прочего, так, ну это про это я расскажу, сейчас упомяну. Да, то, что вот это я хотел сказать, что вот алтарь, да, наполнения, руническая матрица, в качестве, соответственно, улучшения стабильности может использовать некоторые предметы из ботании. Это, например, светящие цветы, летающие цветы и любые пилоны. То есть вот светящие цветы, это которые получаются из обычных цветков с соединением с красной, со светящейся пылью. То есть это как обычные, но они светятся в темноте, само собой. Их можно использовать в качестве стабилизации. Вот, честно говоря, не проверял. Вот, если вы это делали, там напишите в комментариях, реально ли как-то укрепляет. И то же самое касается парящего цветка. Вот, тоже для стабилизации идет. И, судя по описанию, пилоны тоже дают стабилизацию. Вот. Что интересно, можно сделать себе такую чернильницу из маны. Да, и, ну, я как понимаю, она с помощью маны восполняет, соответственно, себя. Тоже может быть полезно для тех, кто занимается Таумкрафтом. Вот. То есть, если у вас много маны, почему бы нет, да? Так, давайте теперь, наверное, про, собственно, сет террасталя поговорим, что в нем особенного. Так, наденем, посмотрим, как он выглядит. Вот такой вот прикольный. Вот, ну, конечно, немножко не помешало текстурку подработать, да, но это уже текстурпака касается. Так, ну, судя по описанию, насколько я понял, она просто аналог алмазный в каком-то броне, в каком-то смысле брони, да. Ну, опять же, может восполнять свой урон за счет маны. Вот и, собственно, все. Да. То есть она, по сути, это алмазная броня, да, в каком-то смысле, которая восполняется за счет маны. Так, ну и наконец, что у нас еще осталось в этом видео рассмотреть? Так, здесь вот еще есть такие штуки, но это я решил тоже отдельное видео снять про зелье варенье. Да, то есть, ну, это то, что касается, опять же, Таумкрафта. То есть вот эти очищающую соль
можно делать там во флаконе, но про это я сделаю отдельное видео, там прямо расскажу, как получать эти зельки все и так далее. Тоже там пересекается с Thaumcraft. Также здесь есть пересечение, опять же, с Magic Bees, да. Можно сделать вот такой вот сачок, ну даже не то, что с Magic Bees, скорее даже просто с Forestry. Можно сделать себе такой вот сачок из моностали, он опять же будет восполняться за счет маны, да. Обычный сачок, который просто восполняется за счет маны. То же самое касается ножа садового. Да, вот это на самом деле реально очень удобная штука, потому что я в свое время, когда вот эти саженцы выбивал, да, с деревьев, я мучился просто, я целую кучу делал вот этих вот ножей, и они меня задалбывали. А вот если воспользоваться, соответственно, планшетом маны, да, у себя в инвентаре таким ножиком, мне кажется, это прям вообще очень круто. Очень поможет тем, кто занимается лесоводством в Forestry. Так, ну и осталась вот еще броня, соответственно, такая вот, как из ткани. Ткань маны здесь используется для крафта. Вот. Такая вот. То есть здесь нитки делаются, да. Потом, соответственно, крафтится такая вот ткань. И из нее такая вот тканная броня, наверное, из маны, так скажем. Так, ее фишка в том, что... Так, ну опять же, да, за счет маны все это восстанавливается. Так, ну... Да, вспомнил. Она, соответственно, дает бонус при использовании маны. То есть, если вы, например, с помощью планшета маны какие-то себе инструменты запитываете, то если вы носите такой сет полностью, он снижает, соответственно, эти затраты маны. И что еще интересного остается? Вот, например, этот сет можно с помощью такого фантомных чернил, да, покрасить. И они станут прозрачными. Причем вот с помощью таких фантомных можно, как я понял, любую броню покрасить, она будет невидима. То есть на вас она не будет. Вот если мы сейчас наденем, да, эту робу, вот она так выглядит. Если мы сейчас ее возьмем и покрасим, да, такими невидимыми чернилами. Так, вот роба, вот чернила. Вот такой получаем с эффектом. Значит, Timed with Phantom Ink. То есть покрашена вот этим, да. Надеваю. Все, и она прозрачная. Ну, то есть, если вы как бы хотите иметь эти эффекты, но снаружи, соответственно, свой скин видеть, да, как у меня, то, соответственно, для вас это может быть выходом. Так, ну и осталось еще два, наверное, здесь инструмента, да, таких уже. Значит, из террастали. Терра-лезвие и терра-трункатор. Ну, то есть топор и меч. Ну, меч по свойствам, как я понял, тоже скорее близок к алмазному, да. Да, алмазный меч. По силе как алмазный. Опять же, ну, само собой, восполняется за счет маны. И еще с некоторым шансом может такие вот гулять, соответственно, струи маны, что ли. Вот. Так, ну и остается вот такой топор. А вот это реально крутая штука. Чем-то мне напомнило топор потока из Thaumcraft. Так, давайте я лучше в режим тоже выживания переключусь. Подходим к дереву и рубим его. Бабах, и мы сразу срубили. Мало того, что само дерево, да, еще листву уничтожили, и еще как бы даже соседние какие-то части захватили. Вот. Ну, это вообще убойная штука. То есть, если пойти пока вот так вот поковырять дерево, тоже классно. И крафтится, как я понял, вообще очень просто. Посмотрите, всего-то несколько слитков террастали, да, и светящийся камень из жизни дерева. Все. Такой простой крафт, и при этом, соответственно, так классно работает. Ну, конечно, надо учитывать тот факт, что вам мана потребуется, да, там в планшете, например. Вот, для того, чтобы он не ломался со временем. Так, ну, на этом первую часть я заканчиваю обзора. В следующем видео я уже там про другие инструменты расскажу. Вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям. В комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующей серии. Пока.